Еще раз скажите имя и фамилию вашу. Городнякова Юлия. Юля. Расскажите немножечко о себе. Вот кем вы работали, что про свою жизнь до. Свою жизнь работала я в государственной службе в центре занятости. Вот. Мы подыскивали людям работу, трудоустраивали их. А сейчас у нас нет этого города. Я даже не знаю теперь, что будет, и когда мы сможем туда вернуться. Мне, вы знаете, казалось, что только по телевизору такой. И только могли видеть и не понимать это. Мы никогда не могли подумать, что сами можем быть на месте тех людей, когда это было в 2014 году. На месте тех людей, которые в Донецке, вы вот про них Да, говорите? да, которые были в Донецке. Которые потеряли свой дом. А почему вот в этом направлении? Вот в управлении Киева есть? Нас не выпускают. Нас не выпускают. Мы не пробовали выезжать из нашего, лично наша семья не пробовала выезжать из нашего города, но ребята, которые уже здесь, рядом с нами в палатке живут, сказали, что спасибо, что не выпускает. Украинская армия не выпускает местных людей, детей, женщин, никого не выпускает. Я была в своей квартире 14 марта, она была без окон. Она была без окон, и двери просто висели на петлях. Сосед попробовал просто прибить дверь, чтобы оттуда в коридор не дуло холодный воздух. А вот такое вот объявление, что вот Никто ничего не объявлял. Нет. безопасные суда или Нет, честно, лично мы не слышали, мы просто услышали это от обычных людей. И вот то, что говорят в Киеве, что нам дают воду, мы под защитой, дают нам хлеб, это вранье. Нас просто бросили. Нас просто бросили, и Я не смогу больше. ну, никому там не нужно. Какие у тебя бары? Не, уже я сюда не буду выбирать. надеялись, что какая-то гуманитарная помощь. Конечно, На что вы? конечно, мы Какая надеялись. надежда Мы была? надеялись просто хотя бы на воду и хлеб. Дети хлеб месяц не ели. Я когда сюда пришла и мне дали хлеб, я просто его понюхала, держу в руках. Настолько ароматный хлеб. Дядя Вове все, разберемся. У нас снег пошел в Мариуполе. Люди собирали снег для того, чтобы просто протопить снег и попить вот эту воду. Понимаете? Может быть, даже такая погода была морозная, мы все ждали, ну когда же будет тепло. А вот эта погода нам даже помогла немножко сохранить наши продукты, которые было. Тоже мясо, то, что у нас было в наших сбережениях. Может быть, даже это нам пошло на пользу. Ну, вот, в принципе. Были мысли, что у вас там держат как 100%. Щит. Просто. Да, мой мальчик? Да ты далее достаешь, умничек, молодец. Так и есть. Сейчас там наши родители, и мы не знаем, что будет с ними, мы не знаем. Мы уезжаем сюда, и мы не знаем, что с нашими родителями. А когда вот такие мысли уже появились? Что вы нужны только для того, чтобы они могли продолжать? Наверное, вы знаете, 2 недели прошло. Ну да, у некоторых неделя была, что вот через неделю должны точно что-то подвести. Но я надеялась все равно. Прошло 2 недели, 3, 4 и ни воды, ничего. Просто что самое необходимое людям, это вода и хлеб. Потому что таки есть у людей какие-то запасы, те же крупы, кашу сварить, и ты будешь сыт. А без воды ты долго не проживешь. Есть детки, груднички, которым необходима вода. Ну мы как-то проезжали уже. Да, в Безименно мы... Гуманитарную помощь, мы увидели воду, мы спустились вниз. Да, в церковь, и мы когда воду, хлеб увидели, как раз что забирают людей на автобусах, что дают людям, мы первое, что увидели, вода. Мы остановились и попросили у ребят,
ребята, у вас есть вода? И они нам просто дали 2 полуторалитровые бутылки воды. Мы были просто счастливы. Обняли эти бутылки и говорю, боже, вода. У вас изменилось отношение к давайте, батальону Азов? У нас... Защитники они казались? Нет, они не защитники. Говоришь, это бандформирование, так и говоришь. Почему, мам? Почему, мам? Мне уже боятся. Почему, мам? Они нас не защищают. Сыночек, Они нас уничтожают. мы им не нужны. Мама, я банан. Никто нас не защищает. Ну, я просто хочу узнать, у вас представления изменились о том, Да они у нас всегда такие были представления. Мы знали, что это что не... это, что это Что, да они... Мама, я буду вот какие у вас были представления, изменились ли они после этого? Да я всегда понимала, что это не наша защита. Я не знаю, кто создал эти полка, какие-то батальоны, для чего они нужны. Наверное, мы думали, мы, знаете, мы просто такие люди, мы всегда... Иди возьми. Мы просто такие люди всегда думаем и надеемся на лучшее. Мы думаем, может быть, это наши догадки, что что плохо. Потом мы себя утешаем, успокаиваем и понимаем, что да нет, все будет хорошо, все нормально. Оказывается, за все это время в Мариуполе завезли столько оружия, техники, что никто не мог вообще себе представить. Понимаете? Понимаете? Стой.